Если залезть в бабушкин сундук, пылящийся где-то на чердаке старого дома, иногда можно найти совершенно потрясающие вещи. Как-то раз Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона обратился в стеклотеку обсерватории фонда Карнеги с целью поизучать пластинки со спектром звезды Ван Маанена, белого карлика, открытого голландским астрономом в 1917 году. Такая пластинка нашлась. Она была получена в обсерватории Маунт Уилсон директором обсерватории Уолтером Адамсом в том же году. И вот Фарихи сидит и при помощи лупы рассматривает этот спектр. На негативе он видит две широкие темные полосы, калибровочные спектры от специальных ламп сравнения, а посередине тусклый спектр самой звезды Ван Маанена. Но что это? Что это такое? В спектре явно видны полосы кальция, магния и железа, которых быть не должно. Согласно физике термоядерного синтеза, линии тяжелых элементов должны были давно исчезнуть, поскольку эти элементы ушли бы внутрь звезды под действием своего веса. Получается, что линии поглощения исходят не от самого белого карлика, а от чего-то перед ним – облака мусора, камней, пыли, астероидов. Такие белые карлики называются грязными и в свое время явились полным сюрпризом для астрономов. Ведь по классике как? Звезда сбрасывает оболочку, оставляя свое сердце, горячий белый карлик, а оболочка захватывает все, что могло дожить до этого момента на ее орбитах и увлекает прочь, оставляя эдакий чистый белый карлик в вакууме. Поразительно то, что подобное открытие было совершено на пластинке 1917 года, взятой из давно законсервированной стеклотеки спустя столько лет. Получается, что с ростом знаний ученых о Вселенной появляется прямой смысл в изучении этих доисторических световых записей, которые ни подделать, ни изменить невозможно. Тогда подобные вещи были просто неизвестны. И хотя диск мусора вокруг белого карлика – это не гарантия присутствия там экзопланет, от самой возможности и количества подобных данных уже начинает кружиться голова. Ведь только в стеклотеке обсерватории фонда Карнеги находится около 250 тысяч пластинок, полученных за десятки лет 20 века на 3 больших обсерваториях Земли – Маунт Уилсон, Маунт Паломар и Лас Кампанас. Может быть, когда-нибудь придумают искусственный интеллект, способный делать анализ подобных пластинок сотнями в секунду, но пока еще очень долго. Подобные работы могут производить только люди, обладающие академической подготовкой и очень широким научным кругозором. Мы же просто не знаем, что ищем и что можем там найти. На пластинках Маунт Уилсон я ловила спектр звезды. Света белого не видела я в начале борозды. Шла к нему ночами длинными, суть анализом порезов. Я искала в этих линиях кальций, магний и железо. Все компьютеры в унынии, мозга глупые протезы. Мне нужны всего 3 линии: кальций, магний и железо. Я настойчиво до жути, дочь упрямой антитезы. Доберусь до самой сути: кальций, магний и железо. От Милана до Сардинии дверь запри, в окно пролезу. Я нашла свои 3 линии: кальций, магний и железо.